Друзья, это получилось очень вкусно. Овощи получились слегка аль денте. Всем привет! Вы на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очень вкусные жареные баклажаны с грибами и с кабачком. Тут легкий, обалденный, насыщенный сезонными овощами ужин. Нарезка будет брусочками по 5-6 сантиметров. Давайте нарежем на длинные брусочки наш баклажан. Вот, друзья, вот на такие вот брусочки мы нарежем баклажан. Вот такие вот кусочки, друзья, мы на такие кусочки нарежем с вами и кабачок. Все. Давайте немножечко подсолим. Если есть горечь, горечь выйдет. Ну и лишняя вода вместе с горечью выйдет. Оставим их примерно так на минут 10. Лук я взял, лук красненький и лук-шалот. Он придаст сладость дополнительную и аромат нашему блюду. Значит так, лук красный мы будем резать четверть кольца. Пусть наша сковородочка греется. Друзья, и пользуйтесь сезонными овощами. А вы знаете, что лук красный по-другому пахнет, чем белый лук? И у него совсем другой аромат. 2 столовые ложки растительного хорошего масла. Делим маслице равномерно по всей поверхности сковородочки. Лук-шалот. У него тоже прекрасный аромат и прекрасный вкус. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ваши подписки, ну и комментарии продвигают мои ролики, дают алгоритмам работать и видеть мой канал. Пол кольца в самый раз. Большое спасибо моим подписчикам, что вместе со мной продолжают готовить. И красивые комментарии. Большое человеческое вам спасибо. Друзья, масло нагрелось. Давайте отправим наш лук. Посмотрите, здесь красный лук-шалот и красный лук простой. И сразу пошел обалденный аромат от нашего лука, друзья. Ну, вот пока пусть он на одной стороне возьмется, обалденный запах, придаст корочку. Давайте ему поможем отдать жидкость, мы немножко его присолим, и так ему будет легче отдавать жидкость. Вот так. Кабачок мы нарезали, переместим его в чашу. И поставим в сторонку, пусть ждет своей очереди. Давайте разберемся с нашими грибочками. Значит, так как мы с вами говорили, большие грибы мы режем на 4 части. Средние грибы на 2 части. А маленькие грибочки для красоты мы оставим так, друзья. Они будут очень красиво смотреться в нашем блюде. Ну, в принципе, мы все сделали, все нарезали. Теперь что нам нужно? Высушить наши баклажаны и выжать их от лишней жидкости. Друзья, я хочу вам сказать, что у нас уже 967 подписчиков. Еще осталось совсем мало, и у нас будет 1000.
Вы представляете себе, у меня будет 1000 подписчиков на моем канале, друзья. На канале «В гостях у Мишани». Аж не верится. Ну что, друзья, давайте выльем воду. Давайте их подсушим. Вот так. Но не ломайте их. То же самое мы сейчас сделаем с грибочками. Мы их отправим на секунду в воду, промоем. Не надо, чтобы они напитались лишней воды. Буквально вот так, друзья. Все, достаточно. Все. Тоже будем выкладывать их на полотенце. Вот такая вот красота, друзья. Мы выложили их на кухонное полотенце бумажное, чтобы оно впитало в себя воду, чтобы при жарке не было салютов и не было брызг жира по всей кухне. Это ваша кухня, так что вы смотрите, чтобы у вас был порядок. А вот лучок наш подошел, друзья. Смотрите, какой красивый стал лук. Шикарный вид. Значит, лук сейчас пересыпем в чашу. Мы потом добавим его в конце. Вот так. И в этом масле, что у нас осталось, обжарим грибы. Потому что грибы, много воды. Они раньше дадут много воды, а потом начнут жариться. Они подсохли, видите? Вот так. Друзья, я уже говорил, что я очень люблю эти ножи. Они нож-серп. Несмотря на свой грозный вид, он очень легкий, и с ним очень легко работать, друзья. Ну, грибочки начинают на сухой сковородке браться. Ну, тут было немного масла. Они начинают браться на сухой сковородке. И запах такой появляется, друзья, ореховый. Именно ореховый запах. Давайте им добавим маслица, чтобы им было легче. Чуть-чуть немного. Буквально чайную ложку. Видите, практически даже не видно масла. Обалденный запах грибов. Давайте забрасывать баклажаны. Вы не забывайте, мы их подсолили до этого, когда мы их вымачивали в воде. Давайте, знаете что, добавим немножко сухого чеснока. Чайную ложечку, друзья. И черного перца. Пока все это перемешаем. Вот так. Класс. Вот так. И добавим муки немного. Немного муки, ребята. Достаточно будет. И хорошо все перемешаем. И оставим баклажанчики наши отдыхать с мукой. Их вынимать. Грибочки переместим. Красота. Поставим в сторонку, пусть отдыхают. А мы добавим масла немного и будем обжаривать наши баклажаны. Дадим возможность маслу нагреться хорошо. Распределим по всей поверхности сковороды. Баклажаны старайтесь обжаривать одним слоем, чтобы они у вас, друзья, не варились. Вот так, друзья, одним слоем. Тут еще на один раз. Ну и не спешите их переворачивать. Пусть одна стороночка немножко прижарится. Тогда вы можете перевернуть. Переворачивайте нежно, чтобы их не разрушить. Вот, друзья, наши баклажанчики. Смотрите, как красиво схватились. Какая корочка появилась хрустящая. Видите, какая красота? И аккуратненько будем их переворачивать. Мы сделаем вот так. Вот так. Так красиво, друзья, они зажарились до хрустящей корочки. Будем сейчас вынимать и перекладывать их на
бумажное полотенце, чтобы бумажное полотенце впитало лишнее масло. Они, ребята, уже почти готовы. Это мы и добиваемся, чтобы они были почти готовы, но слегка хрустящие вместе с кабачками в нашем салате. Какая красивая корочка. Следующая партия. Я думаю, можно уже все высыпать. Главное распределить сейчас. Все отлично, да. Я был прав. Буквально каждый раз, обратили внимание, я подливаю по пол ложечки масла, чтобы баклажаны пожарились. Вот так нежно их перевернем. На полотенце кухонном отдали маслица лишнее, значит, мы их отправляем к грибам. Какой аромат грибы и баклажаны, какой аромат создают. Это еще и без зелени, без лука и без чесночка. Друзья, поселим новую бумажку для другой порции баклажан. Вот так. Посмотрите, какая красивая корочка баклажана, посмотрите. Давайте кабачки немного присолим. Кабачки мы масло добавлять не будем уже. Мы добавим немножечко водички. Ну, примерно 2-3 столовые ложки, чтобы вода сняла все эти ароматы, которые у нас остались в сковородке после жарки грибов, лука и кабачков. И баклажан. Сейчас они немножко размягчатся благодаря водичке. Соберут все эти ароматы, которые были до этого в сковородке. А мы добавим сюда еще черный перчик. Вот так. Много специй мы не будем забивать наш салат. У нас здесь только есть петрушка, есть укропчик, есть чеснок и лук. Все. И соус мы с вами сделаем. Друзья, кабачки стали уже размягчаться постепенно, потихонечку. Давайте их доведем до альдента и будем собирать наше блюдо. А соус к этому блюду у нас будет очень интересный. Мы возьмем кунжутную пасту и сделаем с нее тхину. Хотя на моем канале уже есть рецепт, как я делал соус из кунжутной пасты. Если вы смотрели приготовление фалафеля от Мишани, там я приготовил, есть рецепт для соуса из кунжутной пасты. Не ленитесь, посмотрите. Фалафель от Мишани, и вам откроется ролик в YouTube. Будем выкладывать кабачки. Так. Лишнюю жидкость мы сотрем и кусочки, чтобы оно не горело все, чтобы было вкусно. Вот так примерно, видите? Пусть остывает наша сковородочка, а мы займемся с вами соусом. Значит, друзья, что нам нужно для вкусного и хорошего соуса тхины? Мы взяли саму кунжутную пасту. Перед тем, как будете вы пользоваться ней, нужно ее очень хорошо перемешать, потому что жидкая часть сверху, густая часть внизу. Нужно все перемешать до однородной массы.
Кто сколько любит чеснока. Возьмите 2 чеснока, 3 чеснока. Обязательно лимон, холодная вода. Очень хорошее, друзья, оливковое масло. Это хозяйственное масло. Мне с деревни привозят, друзья. Значит, друзья, для такого количества салата, ну тут салат на 2 порции, нам нужно примерно 2 столовые ложки пасты кунжутной. Запах какой обалденный у него, кунжут. Да, друзья, я немножко погорячился, густую пасту я здесь не собил. Значит, мы будем взбивать погружным блендером. Здесь на 2 ложки тхины пастой 2 столовые ложки лимона, друзья. На 2 ложки пасты вода должна быть холодная. Должна быть гладкая эмульсия. Мы берем примерно 1, 2, 3, 4 ложки взяли. Вот так. Значит, обязательно, друзья, возьмите ложку оливкового масла. Хорошего оливкового масла. Возьмите чесночок. Чесночок можно просто порезать, в блендере его перебьет. Я думаю, достаточно будет 1 зубчика к нашей пасте. А остальное мы добавим, когда будем обжать, дополнительно доводить до готовности наши овощи. Мы просто посыпем сверху. Посмотрите, какая кремовая, красивая масса. Обалденный вкус. Обалденный. Давайте добавим соли. Ой, как вкусно. Чеснока достаточно. Я бы добавил еще кислинку лимончика сюда и немного водички. Давайте добавим водички примерно еще так. Значит, запоминайте, 2 большие ложки с горкой пасты, 7 ложек столовых у нас была холодная ледяная вода. Ледяная вода дает структуру нежную пасте. 1 зубчик чеснока и 3 столовые ложки лимона. Консистенция должна быть как питьевой йогурт, друзья. Ну, а мы начнем собирать наше блюдо. Давайте мы отправим лучок. Лук. У него обалденный запах. Он карамелизированный у нас. Придаст обалденный вкус нашему блюду. Ну, нарежем еще немного чесночка. 1 зубчик нам будет достаточно. Меньший огонек. Перемешаем. Давайте добавим немножечко сухого базилика. Четверть чайной ложечки. Томат мы не добавляем. Так, давайте мы сейчас сделаем так. Аккуратненько, нежненько все высыпем.
Жалко, друзья, что камера не передает все прелести и все цвета этого блюда. Может, так будет лучше видно вам. На самом деле блюдо очень красивое. У меня еще и света недостаточно на кухне. Я пока себе еще, ребята, не могу позволить купить хороший свет и хорошую камеру. Все будет зависеть от ваших подписок, друзья. Посмотрите, какая это красота. Посмотрите. Друзья, пользуйтесь сезонными овощами, зеленью, витаминизируйтесь на зиму. Вот так. Еще 5 минут и будем выключать. Давайте попробуем. Что мы попробуем? Давайте попробуем баклажанчик. Он хрустит, он вкусный. Хрустящий баклажанчик получился шикарный. Ну, будем выключать, пусть отдыхает, а мы пока приготовим посуду. Ну вот, друзья, все готово. Давайте перекладывать в нашу красивую тарелку. Будем подавать. Друзья, вот такая вот красота у нас с вами получилась. Теперь давайте наш соус. Тхину можно не жалеть, она очень вкусная, друзья. У нас с вами получилось. Присыпем еще зеленушкой. Друзья, это очень вкусно. Повторите этот рецепт, а вы не пожалеете. Все будет в описании под роликом. Все ингредиенты. Друзья, это получилось очень вкусно. Овощи получились слегка аль денте. Синенький наш баклажан, хрустящий. А грибы получились сюда с ореховым ароматом, друзья. Тхина получилась обалденная, с кислинкой, освежающей. Друзья, пользуйтесь моими рецептами, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем мира, добра и всего самого лучшего, друзья, от всего сердца. Да, и большое спасибо моим подписчикам. Спасибо вам огромное. Еще немножко, и у нас будет 1000 подписчиков, друзья. Спасибо вам большое, спасибо за поддержку.